К сожалению, большому сожалению, вот эта вот мысль не дает мне покоя, но на ближайшее время, вероятнее всего, это последнее видео обзора красок. Последнее видео обзора красок. Сегодня я поговорю с вами о Цитадели. Это последние краски, что у меня есть. Мы разобрали с вами Валеха, мы разобрали с вами Пацифик, Звезду. И сегодня я разберу Цитадель. Это четвертое, получится, видео, или у меня их больше. В общем, ну, в любом случае, это последний бренд краски, с которым мне приходилось работать, да. Есть еще АК, есть еще Тамия, или Тамия, я не знаю, как правильно. И, кстати, Scale знаю. В общем, ну, на ближайшее время это вся краска, что у меня была, которой я пользовался и о которой я могу снять обзор. Конечно, самый большой опыт у меня в Цитадели, но мой ник никак не связан с брендом, там немного другая ситуация, но все же. Поговорим с вами сегодня о Цитадели. Если вы не видели обзор других красок, как я и сказал, Валехо, Звезда, Пацифик, есть плейлист, так называется, Paint, или Paints. Короче, там краски. Можете открыть, посмотреть или через поиск найти на канале видео о красках и посмотреть. Их достаточно прикольно получилось, и они хорошо собирали по просмотру, и активу я видел, вам они нравились. Но, к сожалению, или к счастью, это на ближайшее время последний бренд краски, потому что другие я еще не попробовал. Но обязательно попробую. Напишите в комментариях, какой бренд краски мне еще попробовать, купить, и вот, и о каком бренде краски вы бы хотели увидеть видео от меня, либо любую тему для видоса тоже порой снимаю для подписчиков интересные видосы, поэтому пишите, а мы начинаем. Как я и сказал, или еще не успел, в краске Цитадель я самый опытный. То есть ей я красил свою первую миниатюру и пользуюсь ей до сих пор и считаю эту краску очень хорошей. Поэтому у меня ее больше всего в коллекции, я чаще всего ее использую. У меня есть также всякие техники, есть текстурные краски. И это все сформировало у меня опыт и мнение о краске Цитадели. Поэтому предлагаю нам начать с минусов и плавно перейти к плюсам. Кстати, плюсов будет больше. И первый минус – это цена. Не знаю, для кого это будет плюс, для кого не сильно, для кого это будет минус, вернее, для кого это будет, ну, не такой уж и серьезный минус. Но цена достаточно кусучая, потому что во многих магазинах она стоит 200-250 рублей за одну баночку. Я считаю, это достаточно много, потому что, ну, например, Валеха стоит подешевле, наверное, рублей на 50 или даже можно найти еще дешевле, то есть там где-то 70-50, а может даже где-то можно найти на 80 рублей дешевле, чем вот такая маленькая баночка от Цитадели, но здесь даже будет еще больше, и в некоторых случаях эта баночка будет выигрывать. Об этом вы можете посмотреть ролик о Валеха, я люблю эту краску тоже, но не о ней сегодня. Да, цена достаточно высокая, завышенная, опять же, переплата за бренд, потому что очень узнаваемый бренд, Games Workshop, как-никак Warhammer делают, поэтому переплата за бренд тоже есть, и цена кусается, но я считаю, эта краска стоит тех денег, и об этом мы с вами еще поговорим. Следующий серьезный недостаток, у меня их всего получилось найти два, может вы знаете больше, напишите об этом мне. Я нашел два. Первое – это цена, но опять же такой спорный момент, кому как. И второе, ну это уже нельзя просто не брать во внимание или как-то отрекаться от этого факта, но Цитадель имеет просто отвратительные баночки. Ими невозможно пользоваться. Их приходится чистить, краска забивается вот сюда. Я, по-моему, уже снимал видео, как почистить баночки с краской, можете найти на канале. По-моему, снимал, да. Их приходится чистить, вырезать это ножом или в кипятке их размачивать, эти баночки, чтобы убирать эту краску. Если ты не будешь убирать, баночка будет выглядеть вот так вот, то есть она не будет закрываться до конца, туда будет попадать в воздух, и в итоге баночка просто превратится в кашу, которой невозможно красить миниатюры. И поэтому тут, конечно, гораздо выигрывает баночка вот такого формата, это Валехо. Баночка вот такого формата, ей мало того, что удобней просто, то есть наливать краску на палитру, ну, так и просто и гораздо удобнее пользоваться, и гораздо меньше расход ее, и она не портится
долго. А в Олеху это вообще, это очень быстро портится, застывает, засыхает вот здесь, вот тут, вот везде, везде. И это, конечно, большущий минус. Но как мы все понимаем, баночку эту, скорее всего, делали специально для того, чтобы краска расходовалась быстрее, засыхала, и ты пошел купил еще одну баночку. Поэтому со стороны бренда это продуманный шаг, и думаю, делать какие-то другие баночки они не будут. Но со стороны потребителей это, конечно, очень неудобная баночка, и это самый, наверное, главный и самый бесячий минус краски Цитадель. Знаю, многие переливают их вот в такие баночки, но это прям уже совсем какое-то заморочество и извращение. То есть там мешать с тинером, переливать, ну, не знаю, я просто хочу там сесть, покрасить себя спокойненько, без вот этих вот манипуляций. Ну, конечно же, у этой краски не обошлось без плюсов, их даже получилось больше, поэтому предлагаю начинать. И первый плюс цитадельской краски – это ее доступность. Я живу в городе 100 тысяч, и здесь нельзя достать эту краску, но в соседнем городе, который расположен очень близко, эту краску достать можно и очень легко. В любых магазинах с настольными играми, думаю, вы их много знаете, в принципе, есть эта краска. Где стенд в Олеху, там же и стенд с этой краской, где много-много цветов, и по доступности, мне кажется, этой краски нет равных, кроме как краска звезда, которая продается даже в моем городе, но разница в этих красках, ну, вы сами понимаете, это, конечно, более серьезная красочка. Ну, звезда тоже неплохая, можете посмотреть о ней видео, мое мнение, правда, видосик достаточно старый, где-то полгода назад снятый, но в любом случае посмотрите, лишним не будет. А от цитадельской краски, опять же, доступность, и это самый главный плюс, ее я покупаю постоянно, если мне нужен какой-то цвет. Первое, о чем я думаю, это поехать в соседний город и купить эту краску, потому что заказывать это вот все, это часто нету в наличии, кстати, ну, нужных цветов, вот это постоянная проблема, даже в магазинах, которые хорошо работают по доставке, там, ну, вот в мой край достаточно быстро привозят, даже они как-то, ну, все равно долго, типа, ждать неделю, а то и 10 дней. Гораздо проще просто поехать, типа, проехать, не знаю, полчаса-час и купить краску Цитадель в магазине, то есть ты ее сразу увидишь в каком она состоянии и все такое. Я, кстати, заказывал как-то раз краску, и мне она пришла наполовину разлитая, как раз таки была цитадельская краска, и у них было плохо закрыто, эти баночки были плохо закрыты, она, короче, разлилась там в эту коробку, но это уже немного другая история, кто был подписан на Инстаграм в курсе. Но, в общем, доступность это главный, и, ну, не самый главный, но один из хороших таких вот мощных плюсов в копилочку краски Цитадель. Второй плюс – это большой ассортимент. Я считаю, это, конечно же, плюс, потому что, как никто другой, мне кажется, ну, в Олего там есть такое же, но вот в Цитадели, как никто, хорошо работают продажи, поэтому Games Workshop делает и клей, то есть у них вот у меня тут лежит, я просто вижу, и клей, и всякие модельные штуки, и ламия медиум, и технические краски, и текстурные краски, и чего только нету. Тут всякие, кстати, кустики у них есть, я покупал, Green Stuff, у них есть все. И это все под брендом Citadel идет. Ну, или я ошибаюсь, но в общем, в любом случае, контрастные краски, что я вспомнил, что у меня они есть, да, контрастные краски. Это все большой ассортимент, и это, конечно же, плюс, поэтому краска Цитадель имеет хороший такой плотный ассортимент, что очень хорошо, потому что есть где разгуляться, и для драйбраша краски есть, и под все техники краски есть, поэтому ассортимент это круто, и только ради этого, мне кажется, можно присмотреться к краске от Games Workshop Citadel и найти себе какую-нибудь линейку интересную, купить, потестить металлики, шейды, чего только нету. И третье, самое, наверное, главное, что есть в краске, это, конечно же, ее качество и баланс. Как я говорил, мне очень нравится баланс в красках Цитадель, потому что, то есть,
Они такие не сильно густые, но и не сильно жидкие. Они прям идеальные. В принципе, можно красить прямо из баночки, но я этого делать, конечно, не рекомендую. Используйте влажную палитру, используйте обычную палитру, но в любом случае баланс этой краски, на мой взгляд, просто идеален из всех. То есть, допустим, звезда сильно жидкая, Пацифик тоже такой, нет, он наоборот, он такой плотный. Валеху такой тоже плотный, это именно касательно белого. Другие краски, то есть вот есть голубой, он, наверное, он получше, я замечал. Но все равно они такие как-то более густые. Звезда слишком жидкая, а вот это вот прям идеальная середина. Не сильно густая, не сильно жидкая, просто идеальная краска. Ну и качество, конечно, за 205 рублей вы получите отличную краску, отличного качества, поэтому, конечно, думаю, стоит покупать эти баночки, но учитывайте, да, само строение баночки, цену, ну, есть, конечно, аналоги, но мне нравится Цитадель, в принципе, особо по бюджету не бьет, потому что они все плюс-минус стоят дорого, все краски, поэтому выбирать вам, но хорошая качественная краска с отличным, на мой взгляд, балансом, и я, конечно, рекомендую, и обратите внимание на то, что это действительно качественная и крутая краска. Мне порекомендовали в обзорах еще показывать, как краска себя ведет, поэтому давайте сейчас посмотрим, как краска себя ведет на палитре, чтобы вы понимали консистенцию и все такое. Так, мешаю, но немножко встряхиваю, чтобы перемешать красочку. Беру на палитру и смотрим. Смотрим. Так, ну вот, просто хорошая консистенция. Очень хорошая, то есть такая... Ну вот желтая краска, она такая особенная, как и белая, но в целом консистенция такая вот, вот прям идеальный баланс между такой жиденькой и не сильно жидкой, то есть ну такая средняя, не звезда, которая просто растекается как вода, но и в то же время не густая, как Валеху или как Пацифик, поэтому... Хорошая краска с хорошим, как я считаю, балансом. И считаю вообще отличная краска, именно поэтому и использую ее постоянно. Ну вот мы разобрали с вами положительные и отрицательные моменты краски Цитадель, на что стоит обратить внимание перед покупкой, на какие-то положительные, отрицательные. Ну, вот, может, что-то вам смущает или что-то, наоборот, вас драйвит, и вы такие, о, крутая краска, надо затестить, если еще не пробовали, потому что краска достаточно популярная, очень многие ее используют, и неспроста, потому что действительно качественная, и, конечно, как и любую другую мною обозреваемую краску, и вот такого вот формата вещи, техники, вот они все, в принципе, пригодны для покупки. И я рекомендую купить пару баночек, затестили, не понравилось, отложили. Понравилось, пользуйте, докупайте, и будет вам счастье. Купите там пару баночек на тест и пробуйте. Так вы точно поймете, какая краска ваша, какая не ваша, и отсеете себе варианты. Поэтому, думаю, был полезен. Жду вас в комментариях с вариантами для роликов и с вариантами для новых обзоров с красками. С вами был Данил, это Цитадель Покрасов. Всем пока-пока.